Приветствую всех любителей рыбалки в Финляндии. Продолжаю снимать видео для тех, кто приезжает в Финляндию и хочет первый раз поиграться с системой Panoptix LiveScope. Это видео, можно сказать, персональное. Дело в том, что два рыбака приезжают, берут лодку с этой системой, и я хочу для них снять такое конкретное, короткое видео, которое поможет им первый раз выйти на воду и поймать свою первую рыбу с помощью этой системы. Михаил и Амир, это видео персонально для вас. Итак, поехали. Первое. Желательно исключить такой фактор, как ветер и волна. Это можно сделать, либо выбрав безветренный день, что не всегда удается и, как правило, летом днем раздувает. Значит, необходимо выбирать утренние либо вечерние часы. Вот сейчас 7:30 утра, на воде легкая рябь, хотя днем передают уже такой ветер до 6 метров в секунду. И это будет уже такой неприятный для спокойной рыбалки ветер и волна. Значит, почему это важно? Значит, когда я найду рыбу и зависну над ней, либо встану рядом с ней, там в 5-10 метрах, я могу спокойно уже с ней работать, подбрасывать ей приманки. При этом лодку мою не будет крутить постоянно ветром и волной, и мне не надо будет постоянно, не знаю, вот ручкой датчика подкручивать и ловить ее снова, чтобы она не уходила из поля зрения датчика. Все, движемся дальше. Когда я пришел на точку, которую буду облавливать, первым делом я опускаю передний мотор, чтобы он был всегда наготове. Следующим шагом опускаю датчик в воду. Для этого ослабляю вот этот вот фиксатор, выдвигаю штангу, снова ее вставляю на свое место вернутую и затягиваю первый фиксатор. Далее ослабляю вот этот фиксатор и опускаю датчик вниз. Все, система готова к работе. На приборе нажимаю кнопку 4, она запрограммирована на то, чтобы показывать информацию, поступающую от датчика, и на самой медленной скорости от основного мотора начинаю двигаться по месту, где, собственно, ищу рыбу. При этом правой рукой я просвечиваю сектор 180 градусов, который находится впереди лодки. Медленно поворачиваю ротатор, соответственно, датчик справа налево, слева направо. При этом я смотрю на экран, куда выводится информация с этого датчика. После того, как на экране что-то мелькнуло, необходимо удержать эту рыбу в поле зрения датчика и на основном моторе подтянуться как можно ближе к рыбе. 10 метров, 5, либо вообще идеально зависнуть над ней. После этого глушится основной мотор и необходимо встать на якорь с помощью переднего мотора. Если найдена большая рыба, а надо стремиться найти большую, конечно, рыбу, то выглядеть она будет следующим образом. Я использую скрины, которые сделал пару дней назад, когда был на рыбалке вместе со своим сыном. Это вот рыба на экране вот показывается. Это большая рыба. Это вот стайки маленьких рыб. Вот она как раз подплывает. Объяснение, что есть что на экране, следующее. Значит, лодка, покажи, где лодка находится. Там, где 0. Вот здесь наверху, да, вот здесь находится лодка. Где 0? Где 0, все правильно. Соответственно, если я хочу определить, как далеко от лодки рыбы, вот у меня вот сверху вот эта шкала, и вот 12 метров. Вот, 12 метров от лодки. А на какой глубине, покажи? На 10. На 9 метрах. Вот здесь вот глубина, вот на 9 метрах. Туда направление ручки. Соответственно, там на 12 метрах находится эта рыба. Как я уже сказал, необходимо подтянуться к рыбе как можно ближе. Идеальный вариант – это зависнуть прямо над рыбой. Работать с рыбой, которая находится на удалении 20, 25, там, 30 метров – это уже для рыбаков, которые имеют много наработанных часов работы с системой LiveScope, могут точно подбрасывать приманки ей под нос, знают ее повадки, знают, как подводить приманку. Когда только начинаешь работать с этой системой, идеальный вариант – зависнуть над рыбой и подбросить приманку сверху вниз. Я сейчас покажу, как к этой рыбе летит приманка. То есть эту приманку тоже видно. Вот, я забросил приманку, вот эта приманка, и она вот
опускается как раз к этой щуке. Да, она еще и снова, смотри-ка, она снова, Игорь, давай, пацан. Все, рыба на крючке, удачной рыбалки и хорошего отдыха.